И я правильно понимаю, что, ну, кроме того, что у вас был опыт делать спецэффекты, у вас не было никакого инженерного образования, никакого опыта в научных экспериментах, вы просто учились по ходу того, как вы делали шоу? No, I had learned, as I believe I've said, that. И я просто изучал, как я считаю, как я и сказал уже на эту тему. That you can do anything that you want to do. Вы можете делать все, что вы хотите сделать. If you're methodical and diligent about it. Если вы методически подходите и добросовестно подходите к своей работе. And so I got my foot in the door at one shop. Так что я, что называют американцы, просунул ногу в одну дверь. And then another and another. Потом еще одну ногу, потом еще одну ногу. And I just took off. Я просто, что называется, снялся и полетел. By the second year of working in that industry in New York City. Так что работаю уже второй год в этой индустрии в городе Нью-Йорке. I was working on major movies. Я работал на основных киносъемках. And then I moved to California, where there were more. Потом уехал в Калифорнию, где было еще больше работы. And very shortly I had my own shop. И очень скоро у меня была собственная фирма. And at this point, I've pretty much taken over 6 shops that have come and gone because. И в то время я практически сменил 6 помещений, 6 фирм, которые приходили и уходили. Because these shops tend to work on project to project. Потому что эти, то, что называется мастерские или фирмы, они работают каждый над отдельным проектом. And I understood that if you're not able to keep those projects coming. И если получается так, что вы не можете быть уверены, что к вам будут приходить новые запросы, чтобы работать над каким-то проектом, you can't pay the bills and you go away. Вы просто не сможете оплачивать расходы, счета, и вы вынуждены будете уйти. And so that's why I ended up in Mythbusters. И вот почему я оказался в «Разрушителях легенд». Я думаю, что зрители много задают вопросов про «Разрушители легенд». Но раз мы заговорили о деньгах, мне интересно, насколько вы знали, сколько тратите денег на каждый эпизод, и какой эпизод был самый дорогой? Our least expensive самый дешевый was whether you fail a drug test with poppy seed bagels. Это когда мы с Филом делали бублики с маком. И этот стоит, может быть, $3. My most expensive, I think, самый дорогой эпизод would have been in the neighborhood of $100,000. Он находился примерно в диапазоне $100 тысяч. But really, it goes all over the place. We found that Discovery, they would, if we had a good idea. И в принципе цифры варьируются очень широко. И канал Discovery считает, что если у нас есть хорошая идея, they figure out how to pay for it. Они найдут способ заплатить за это. Шоу шло 14 лет. Почему оно закончилось? Кто принял это решение? Как? Почему конец? Это потому что let's see. Shit. Посмотрим, Господи. There's a lot of people out here, you know. I mean, give me a break. Слишком много людей здесь. Но не приставайте ко мне слишком сильно. It's hard enough for me to talk in English in front of this many people, much less in Russian. Намного сложнее мне говорить по-английски перед таким количеством людей, которые говорят по-русски. So anyway. Но так или иначе. 14 years, you know, we did 250 episodes. Итак, за 14 лет мы сделали 250 эпизодов. I think you can watch Mythbusters 24/7 for about 2 weeks or something. Я думаю, что если сложить вместе, то вы можете все 7 дней в неделю, круглые сутки смотреть 2 недели. Well, why you would want to do that, I don't know. Не знаю, зачем вы это стали делать. And the way that
we felt about it was that it was best to leave while we were still going strong. Для нас, в принципе, мысль была такая: может быть, нам стоит уйти, когда мы в самой силе. Unfortunately, media companies will tend to just push things until they, squeeze every last drop out of it, and we didn't want to end that way. Нам не хотелось, чтобы получилось, как обычно получается с медийными компаниями, которые толкают успешный проект до тех пор, пока последнюю каплю из него не выжмут. Это шоу было очень успешным. To do with science and engineering. Оно имело отношение к науке и к инженерии. It's all over the world. И она по всему миру. How does that happen? Как это произошло? In our country, and I know if I went to Discovery now with a show like this, it would never get made. Я знаю, что, например, сегодня, если пришел бы на канал Discovery с таким предложением организовать такое шоу, не получилось бы. То есть нам просто повезло. Yeah. Да. А что вы собираетесь делать теперь, после того, как шоу закончилось? Now I've converted my facility into research and development. Теперь я преобразую помещение, в котором я работал, и там будут проводиться научно-исследовательские разработки. And basically, I didn't get filthy rich out of this. На самом деле я не стал, как американцы называют, грязно богатый. But I have freedom of choice now. Так что у меня сейчас есть свобода выбора. Я могу работать на того, что я хочу. У нас видеоклип. У нас есть видеоклип. Кто-нибудь увидит? Интересно. Where is that being shown? No. It's downstairs. It's down. Down on the ground. Yeah, I understand. But where is the big picture? Что это? It's on the side. Okay. Okay. So this device. Итак, данное устройство is probably the most complicated vehicle that you will ever see. Наверное, будет самое сложное автотранспортное средство из тех, которые вы можете себе представить. Okay, now I need to explain a little bit about this. Я должен немножко разъяснить, что здесь происходит. Can we stop the clip for a little Можно bit? остановить клип на секунду? Excellent. Превосходно. So normally on an automobile you have what we call a wishbone suspension. Обычно на автомобилях используется чаще всего рычажная подвеска. And you have a single shock and a single axis of movement. Есть всего лишь один гаситель колебаний и одно направление движений. This thing uses what is known as a hexapod. Здесь то, что называется гексапад. And each of these wheels on this thing has 6 servo-pneumatic pistons. И у этого колеса в системе подвески есть 6 поршней. So there are a total of 24 pistons on this thing. В этом автомобиле имеется 24 поршня. And each wheel is controlled exactly the same way that the control system on a flight simulator is done. И каждое колесо управляется системой, подобной, которая установлена на специальных обучающих симуляторов для пилотов самолетов. So each of these wheels has 6 degrees of freedom. So Так что у этого колеса есть 6 степеней свободы. And basically this is a vehicle that can walk while rolling. Так что этот автомобиль, помимо того, что может ехать, он еще одновременно и идет. It can dance. Он может плясать. And it can moonwalk. И он может ходить, как Джексон изображал лунную походку. And so the problem, and what's interesting about this, and why I'm showing this, in И this, проблема здесь, и почему я решил ее показать вам, because in a way this represents an intersection of art and engineering. это когда совмещаются наука и инженеринг. Because this device it's pretty much totally useless. В принципе, это устройство практически полностью бесполезное. And yet it's really cool. Тем не менее, оно очень клевое.
And the thing is that I found when I started working on this was that И что я обнаружил, когда начал работать над этим устройством, it's impossible to control. его невозможно контролировать, то есть управлять. Because each of these, a vehicle like this has a total of 24 pistons. Потому что у каждого транспортного средства такого рода есть 24 поршня, That have to be precisely controlled. которые нужно контролировать очень точно. And you can't do that with a steering wheel. А с обычным рулевым колесом вы этого сделать не сможете. So what we decided to do Итак, что же мы решили сделать? is control it with a virtual vehicle Мы решили контролировать его при помощи виртуального транспортного средства, that we animate in the computer. но мы сделали мультфильм, то есть анимацию на компьютере. And I would point out that Я бы хотел указать, the guy that's working with me on this что тот товарищ, который со мной работает над этим, is the guy that animated the T-Rex in Jurassic Park. он работал над анимацией G-Rex в парке юрского периода. And this uses a type of animation called inverse kinematics. Здесь используется то, что называется обратная кинематика. So what happens is when the wheel goes down in one place, Это значит, когда колесо опускается в одном месте, you move the chassis forward, вы движете шасси вперед, and the computer figures out what all the pistons do. и тогда компьютер определяет, что же должны остальные поршни сделать. And this was exactly the same thing that was done with the T-Rex by when it puts its foot down. Это то же самое, что с T-Rex'ом, этим динозавром, происходило, когда он ставил одну из ног вперед. And you move the torso forward, И он двигал корпус туловища, то есть вперед, and the computer figures out what happens to the ankle and the knee and и the hip. компьютер определял, что происходило с коленным суставом, с тазобедренным суставом, с плечевым суставом и так далее. So anything this vehicle is doing Так что вот эта машина, что она делает, will be an animation that we simply play back. это по сути не что иное, как анимации, которые воспроизводятся. What's that? Bravo. Okay. Thank you. Спасибо. I know that. Я это знал. Okay, so you can see how it could walk. Итак, вы можете видеть, как это транспортное средство ходит. So I don't know that this thing will actually ever work. Не знаю, будет ли когда-нибудь реально работать это транспортное средство. But if I knew that it would work, Если бы я знал, что она будет работать, why do it? зачем этим заниматься? Если бы я не знал, ну. Okay, so the next picture, can we go ahead and bring up the next picture? Пожалуйста, следующий кадр. Okay, this is a picture of the first, a single one of these suspension systems. Здесь показана подвеска одного колеса. And so each step that this can make when it's extended will be about a meter to a meter and a half. Здесь диапазон движений ступицы, то есть центральная часть, на которой монтируется колесо, это плюс-минус 1 метр. So, okay, thank you. You can cut the Спасибо. pictures. Можно остановить воспроизведение. So that was a picture of my shop, Это была фотография моей мастерской. and what I'm doing now is basically building things like this. И то, чем я занимаюсь, это в общем как раз строительство такого рода устройств. I have drones that I've modified to trim trees with. Я сделал дроны, которые научились теперь стричь деревья. The first one that we built had a circular saw on it. На первом дроне была смонтирована циркулярная пила. I decided it was a bad idea, though. Я все-таки решил, что это плохая идея, тем не менее. And so we've actually put pruning shears on them. Так что решил использовать специальные садовые ножницы. And so I'm doing that. I also have Так что я это делаю. another project that I can't show you because it's in development, but we're building giant firefighting robots to deal with some of these big fires that we're having in the western United Пока еще States. рано говорить, но мы сейчас работаем над строительством огромного робота-пожарника, потому что, если вы знаете, в Калифорнии бывают большие пожары.